В самом сердце Борнео, там, где кроны древних деревьев сплетаются в бесконечный изумрудный шатер, время течет иначе. Здесь, в густых лесах Индонезии, воздух настолько густой от влаги и ароматов прелой листвы, что его, кажется, можно осязать. Именно в этот мир, полный первозданной красоты и скрытых опасностей, отправился Анил Прабхакар, человек, чьи глаза привыкли видеть мир через объектив фотокамеры, ища в нем не просто картинку, а душу. Анил всегда верил, что фотография — это мост. Мост между реальностью и эмоцией, между безмолвием природы и криком человеческой совести. Он приехал на Борнео, движимый печальными вестями о том, как стремительно исчезает зеленое сердце планеты. Леса вырубались под плантации масличных пальм, лишая дом тех, кто жил здесь тысячелетиями. Особенно страдали орангутаны, лесные люди, чья кротость и ум веками восхищали исследователей. В тот день Анил сопровождал сотрудников Фонда выживания орангутанов Борнео, BOSS Foundation. Эта организация стала последним рубежом обороны для осиротевших и раненых приматов. Здесь их лечили, учили заново доверять лесу и в конечном итоге возвращали на волю. Группа пробиралась через густые заросли, направляясь к участку, где проходили реабилитацию орангутаны, готовящиеся к выпуску в дикую природу. Путь преградила небольшая река, больше похожая на мутный поток, зажатый между илистыми берегами. Вода была цвета крепкого чая, скрывая под своей поверхностью коварные ловушки из веток и глубокого ила. Один из сотрудников фонда, опытный смотритель, чья кожа за годы работы в джунглях приобрела оттенок дубленной кожи, внезапно остановился. Его взгляд замер на густых кустах у кромки воды. «Змея», — коротко бросил он. В этих местах змеи не просто часть фауны, а смертельная угроза. Для орангутанов, особенно тех, кто только учится выживать самостоятельно, встреча с ядовитой рептилией могла закончиться трагически. Смотритель, не раздумывая, спустился в воду. Его задачей было расчистить прибрежную зону от змей и убедиться, что тропа безопасна для его подопечных. Но джунгли не прощают неосторожности. Как только мужчина сделал несколько шагов, вязкий речной ил, словно живое существо, обхватил его ноги. С каждым движением он погружался все глубже. Мутная жижа хлюпала, засасывая сапоги, превращая обычную прогулку в изнурительную борьбу. Мужчина тяжело дышал, его лицо покрылось испариной, а движения стали медленными и тяжелыми, словно в дурном сне, где ты пытаешься бежать, но не можешь сдвинуться с места. Анил, стоявший на более твердом участке берега, уже поднял камеру, собираясь запечатлеть трудную работу спасателя. Но вдруг его боковое зрение уловило движение на высоком берегу, прямо над тем местом, где сражался с грязью человек. Из густой зелени бесшумно появилась фигура. Это была крупная самка орангутана. Ее ярко-рыжая шерсть светилась в лучах солнца, пробивавшихся сквозь кроны, словно нимб. Она не выглядела испуганной. В ее позах и движениях чувствовалось спокойствие и странное, почти человеческое любопытство. Обезьяна присела на корточки у самого обрыва, склонив голову набок, и стала внимательно наблюдать за человеком внизу. Мужчина в воде не видел ее. Он был полностью сосредоточен на том, чтобы вытащить правую ногу из цепкого плена грязи. Он опирался на ветки, пыхтел от напряжения, но ил держал крепко. То, что произошло в следующую секунду, заставило Анила затаить дыхание и забыть обо всем на свете, кроме кадра в видоискателе. Орангутан, словно оценив серьезность положения человека, медленно придвинулась к краю. Она уперлась одной рукой в ствол дерева, чтобы сохранить равновесие, а вторую, длинную, сильную, покрытую густой рыжей шерстью, протянула вниз, прямо к смотрителю. Это не был случайный жест. Обезьяна не просто тянулась к воде или ветке.
Ее ладонь была раскрыта, пальцы чуть согнуты в ожидании ответа. Это был универсальный жест помощи, понятный любому существу на планете. В этот момент между диким животным и цивилизованным человеком исчезла пропасть в миллионы лет эволюции. Осталось только сострадание, чистое, бескорыстное и абсолютное. Анил чувствовал, как бешено колотится его сердце. Он снимал кадр за кадром, понимая, что становится свидетелем чуда. В глазах орангутана не было агрессии или страха. В них читалось нечто вроде вопроса: «Тебе тяжело? Возьми мою руку, я помогу». Смотритель, наконец, поднял голову и увидел протянутую ладонь. На мгновение он замер, встретившись взглядом с лесным человеком. Секунды тянулись, как часы. Зритель, глядя на эту сцену со стороны, мог ожидать, что человек схватится за эту руку, и они вместе преодолеют силу природы. Но реальность джунглей диктует свои правила. Мужчина медленно, стараясь не делать резких движений, отвел взгляд и продолжил самостоятельно выкарабкиваться из ила в другую сторону. Он не принял помощь. С огромным трудом, цепляясь за корни и камни, он все же смог выбраться на твердую почву, подальше от того места, где сидела обезьяна. Орангутан еще некоторое время оставалась на месте. Она смотрела на уходящего человека, все еще держа руку протянутой, а затем медленно убрала ее. В ее движениях не было обиды, скорее легкое недоумение. Посидев еще минуту, она развернулась и бесшумно растворилась в зелени леса, словно была лишь призраком, порожденным воображением фотографа. Позже, когда они вернулись в лагерь, Анил долго не мог успокоиться. Он показал снимки сотруднику фонда и спросил его: «Почему ты не взял ее за руку? Это был такой невероятный жест». Смотритель грустно улыбнулся и вытер пот со лба. «Это дикое животное, Анил. Наша главная задача — защитить их, а защита начинается с дистанции. Если я приучу ее к контакту с человеком, она перестанет бояться людей. А люди в этих лесах не всегда приходят с добрыми намерениями. Многие из них несут сети, ружья или пилы». Он замолчал, глядя на экран камеры, где застыло мгновение высшего милосердия. «К тому же», — добавил он тише, — «она невероятно сильна. Один неловкий рывок, и я мог бы получить серьезную травму. Или она могла упасть ко мне в ил. В мире дикой природы помощь иногда может обернуться трагедией для обеих сторон. Мы здесь для того, чтобы быть их невидимыми хранителями, а не друзьями». Анил долго хранил эти снимки, не решаясь опубликовать их. Он чувствовал, что в этом кадре заключена слишком большая истина, которую трудно переварить сразу. Эта фотография стала памятником иронии нашего времени. Животное, чей вид находится на грани исчезновения из-за человеческой жадности, готово протянуть руку помощи представителю того самого вида, который уничтожает его дом. Когда снимки все же попали в сеть, они взорвали интернет. Люди по всему миру увидели в этом жесте надежду. Надежду на то, что в основе жизни лежит не только борьба за выживание, но и глубокая инстинктивная доброта. Эта история на Борнео не закончилась спасением человека из грязи физически, но она спасла нечто важное внутри тех, кто о ней узнал. Она напомнила нам, что мы — часть одной большой семьи, и что порой самые важные уроки человечности нам преподают те, кого мы считаем менее развитыми. В джунглях Борнео по-прежнему идут дожди, и орангутаны по-прежнему прыгают по веткам, стараясь держаться подальше от шума бензопил. Но теперь у этого леса есть голос. Голос безмолвного снимка, на котором рыжая рука тянется к человеку, напоминая нам о том, кем мы должны быть друг для друга. И каждый раз, глядя на этот кадр, Анил Прабхакар вспоминает ту тишину у реки, когда весь мир сузился до одной протянутой ладони и одного выбора. Как остаться человеком в мире, где даже звери умеют сострадать?